Есть. Ну что ты ж. Фу, ребята, не, в такой период в тайгу соваться, это лишний раз подумаешь. Степнее водов просто тьма уже, невозможно. Даже едешь на технике, на каракате. Приехал на каракате сюда. Вот, в общем, по дыханию собаки даже слышно. Нахрен. Зачем такой лес? Но в любом случае, останусь сегодня с ночевкой здесь. У меня в планах порыбачить. Ушицу сварю. Проведу ночку здесь. В общем, в помещениях, как ни крути, АПК это, наверное, самый лучший вариант от комаров. Когда-то я его показывал в своих видео. Этот термоцел, термосел, кто как его называет. Работает вот на этих газовых баллончиках. Да, в целом, наверное, недешево выходит.
Вот. Все это дело. Но зато нет запаха. Нет такого сильного запаха, как от этих, от спиралек. То есть спиральку зажигаешь, но все равно, как ни крути, а запах имеется от спиралек. И довольно-таки такой сильный. По сравнению, вот если сравнивать с этим прибором и с этими пластинами, то от этого вообще почти ничего и не чувствуешь в целом. В общем, в избах постоянно пользуюсь летом. На улице, конечно, не всегда он хорошо работает, поскольку ветер. Если ветрено, то от него пользы мало. Но вот в помещениях, в палатках там где-то очень, очень удобно. Газ горит, это нагревается. Дымок, идешь? Дымок, заходи. Ну чё, жрут? А вода, да? А вода жрут. Так, сейчас надо тебе Выкрутить этого клеща. первый раз, ребята, встречаю на дымке клеща. Уже много крови напитался. Такой набухший уже клещ. Вот здесь у него на голове клещ. Первый раз на нем вижу клеща. Вот, в общем, клещи и в наш регион подбираются. Так что теперь нужно аккуратно на этих на кустах, по кустам особо не лазить. Хотя сейчас придется рыбачить и кусты будут. В общем, сейчас беру тряпочку, перчатки, буду выкручивать клеща у него пытаться. Надеюсь, все получится. Давно этого не делал. Еще вон у него, вон там клещ, вот здесь. Вот там вот клещ. Ага. Сейчас будем его выкручивать. Взял такую березовую палочку свежую. Сейчас ее переломлю. Она полностью не сломается и будет как щипчики. Да, вот я сейчас... Получается, сейчас я зажму клеща вот в этом месте и буду крутить его по часовой стрелке. Стой. Стой. Фу. Стой. Ага. Есть. Все. Стой. Есть. В общем, нужно перекусить для начала, а для этого надо что-то согреть. Я, конечно, с собой взял кранидов. Это у нас в данном случае щи. Щи со свининой и квашеной капустой. Супчика сейчас похлебаю от этого. Я уже пробовал, это у них новинка, кстати. И, прям вообще прикольно, как настоящие щи. Как будто дома приготовили. Как буду греть? Печку не хочу разжигать, поскольку здесь жарко станет. И так жарко, на улице жарко. В избушке будет еще жарче. Короче, сейчас я вылью в кастрюльку первым делом.
Сорвался. Маленький резок-то. Есть. Вот такого уже можно взять. Ну. Такого можно взять на ушицу. Маленький. Рыбачу я такой и смотрю, вот здесь у поваленного дерева старого все изрыто. Думаю, что здесь собаки рыли? А тут, оказывается, была куница. Но это, наверное, уже не сегодняшнего дня. Уже тушка полежала здесь. Как ее еще называют? Американская норка. Скорее всего, она. Вот такая она. Видать, другие тут рыбаки были и с собаками. И эти собаки эту норку достали. Что-то пока так себе клюет. Но здесь хороших ямок нет пока. Иду вот. Но хариус в основном стоит на быстринках. Поэтому надо искать быстринки. По струям рыбачить. Вот и есть. Отлично. Хороший. Вот такой. Есть. Ну, уха сегодня будет точно.
Да тихо ты, тихо ты, тихо ты. Ну, где-то, наверное, пару часиков порыбачил, прошелся по реке. В общем, на уху наловил 5-6 штучек, где-то так мне хватит. Сейчас, короче, поднялась муха, очень много мухи, а вода, самое удивительное, ушли. Слепнее водов нет, остались в основном, хотя нет, у нас вода есть. Но мух стало очень много, и они прям облепляют конкретно. Вот, ходить еще можно, но уже употелся, и что-то струй больше нету. Вот, вода темноватая на самом деле, еще мутновато. Слышу, сейчас в стороне гром гремит, скоро, наверное, сюда придет. В общем, буду возвращаться домой. Ой, домой. Буду сейчас избушку. Где-то сейчас найду быстринку, хороший подход, рыбу почищу. И иду в избу. Буду готовить уху. Накрыл рыбу вот так вот травой сверху, поскольку муха прям облепила всю рыбу. Начала на ней сидеть, видать, яйца откладывать. В общем, сейчас чищу и иду в избу. Трава еще пригодится. А Дымок тут у избушки сидит. Он решил не ходить со мной. Вернее, немного прошелся, а потом вернулся. Неинтересно ему без удочки. Ну что, Дымка, хочешь в избу, да? Кстати, да, с нами Реська ведь. Я ее прогонял, чтобы она с нами не шла, но все равно она пошла. В итоге шастает, в избу заходить не хочет. Ее, короче, все жрут тут. Эти комары, мухи, а вода ее жрут. А заходить в избу не хочет, уже сколько раз пытался. Ну, короче, хрен с ней. Я ее отговаривал, она не поняла. Фу, ладно, сейчас в избу захожу. Невозможно, надо немножко дух перевести. Фу, то просто этот шум стоит. И Дымок уже ждет.
В общем, придется готовить на печи. Надеюсь, все получится. Единственное, будет жарко. Получится, получится. Будет жарко в избушке. Ну ничего, переживем не впервой. Это вот, к слову о том, иногда там меня спрашивают, почему ты не готовишь на печи? Ну, потому что будет слишком жарко. Надо печку сильно кочегарить, чтобы все закипело, кипело там, бурлило и так далее. Поэтому газ — это в наше время просто спасение в избушках. Все, в избе невозможно находиться, жара такая, а до сих пор не закипела. Уже невозможно находиться, просто ад горящий. Дымку тоже жарко стало. Вышел. О, да. Я так вспотел сегодня, что вот этот душ просто сказочный. О, супер. Кайф. Фу. Душ натуральный. О, да.
Вот это кайф. Супер. Ресси все-таки зашла в избу, испугалась грозу, молнию, гром. В общем, залезла под нары в самый угол, туда вот, подальше от всех нас. Боится, но сегодня она переступила через один свой страх. Зайти в избу. В общем, для нее гроза, это, наверное, и молния самое страшное. Ну, даже голову не повернет. Рейси, боишься? Ну ладно. Обалденно. Боже мой, как вкусно, а. Просто волшебство какое-то. Время 21:30. Солнце только-только вот село. У нас на самом деле еще белые ночи. Вот. Поэтому... И в избе, кстати, еще жарко. Печка до сих пор отдает тепло. Невозможно не уснуть, ничего. Не поспать, не покимарить. Просто жара. Называется, приготовил уху. Ну, уха вкусная получилась. Тут на самом деле рядом с избой нет никакого костровища, чтобы можно было там котелки подвесить и так далее. Вот, поэтому пришлось делать все-таки на печке.
Ай, ты Михалыч, иди сюда. Дымка! На! Дима! Ай ты. Ой, ты прибежал, да? Ты прибежал тоже. И это такая. Да? Ну что ты, что ты, что? Дим, иди сюда. Дима, иди сюда. Ах ты. Иди давай, иди сюда. Иди давай, иди сюда. Иди давай сюда. Вот такие. Вот такие. Вот такие. Вот ты скажешь. Вот такие. Вот такие. Ну что? Ну что? Так, что, ребятки, в общем, собираюсь потихонечку, тут порядки навожу. Напилил дровишек, поскольку, ну, сжег, но вчера мало, конечно, сжег, совсем немного березовых, вот, но сегодня напилил, в любом случае, взял с собой бензопилу и напилил, сушеный вот валялось, кусочек напилил. Считаю, что дрова нужно после себя в любом случае оставлять, тем более, если есть бензопила. Буду сейчас собираться и в обратный путь. Да и до меня, судя по тропам, тут столько уже рыбаков прошло. Я думаю, хороших экземпляров найти будет сложно. А мелочевку вот эту ловить, ну, на уху наловил, а больше не надо. Вот, так что на этом, думаю, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Всем пока.